Сегодня пойдет речь об армянах. Ну, я сразу должен сказать, что этот выпуск не задуман как исчерпающая история армян, а смысл выпуска в том, чтобы вам, нашим славянским зрителям, представить наших древних индоевропейских братьев или родственников, если хотите. А задержимся мы прежде всего на началах армянского народа и поговорим о занимательных событиях армянской истории вплоть до Средневековья. Ну, немножко там подтянем и до современного времени, но совершенно немножко. О всех других занимательных моментах, я убежден, расскажут нам наши армянские зрители, подписчики в комментариях. Дорогие друзья, мы стараемся записывать выпуски, которые дадут всем нам больше знания и развлечения, и в конце концов больше знания о славянах. Хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите, за то, что вы комментируете, что делитесь с нашими выпусками, что выражаете свои мнения. И хочу особенную благодарность выразить тем, кто поддерживает нас на Пусте, на Патреоне и на PayPal. А те из вас, кто хочет нас поддержать таким образом, может это сделать как раз через эти же бусты, PayPal и Patreon. Ссылки будут в описаниях, ну а тут на экране QR-коды. Спасибо еще раз всем. Пока-пока. В самом широком смысле о армянах можем говорить с примерно 1800 года до Рождества Христова вплоть до сегодняшнего дня. Существует такое старинное предание, записанное отцом армянской историографии, армянским Геродотом, если хотите, Мовсесом Ренаци, в его «Истории Армении». Там говорится о том, что самоназвание армян, а именно Хай, связано с именем их легендарного прародителя Хайка. Это чем-то напоминает славянские предания о Чехе, Лехе и Русе, о праотцах чехов, поляков и русских. В общем, про Хайка. Согласно легенде, он пришел из Месопотамии в страну Арарат и дал свое имя тем племенам, которые там жили. Но что об этом говорит наука? Существует несколько разных мнений о происхождении армян, как это бывает и со многими другими народами. И первое такое мнение — это миграционно смешанная гипотеза. Ее поддерживал историк Игорь Михайлович Дьяконов. И согласно этой гипотезе, армяне — это прежде всего потомки урартов, то есть не индоевропейского народа. Но что касается их языка, армянского языка, он точно индоевропейский, да, и он был занесен на армянское Нагорье извне, а именно из Европы. Если более точно, то из юго-восточной Европы, там, где сейчас Болгария и Румыния. И тут очень важно не запутаться. Это просто значит, что исконные носители того проиндоевропейского наречия, которое впоследствии развилось в проармянский и затем в армянский язык, переселились из Юго-Восточной Европы через Малую Азию в Армянское Нагорье, где они со временем ассимилировали или слились с местным неиндоевропейским населением, прежде всего с урартами и хуритами, и передали им так свой язык. Отчасти они ассимилировали и индоевропейских лувийцев. Таким образом, армяне являются преемниками местных хуритов и урартов с одной стороны, а с другой стороны преемниками индоевропейского языка, чьи носители переселились в Армянское Нагорье с Балкан. Таких примеров в истории на самом деле довольно много, то есть когда сам народ имеет одно происхождение, а его язык имеет какое-то другое происхождение. Ну, например, шотландцы. Шотландцы не являются германцами. Тем не менее, они преимущественно говорят на германском английском языке. Очень похожая ситуация с ирландцами. Они не являются германцами, они часть кельтского народа, но, тем не менее, они прежде всего говорят на английском языке, но есть еще, конечно, маленький процент говорящих на местном ирландском языке, но это потихоньку вымирает. И похожим образом можем себе представить именно то, что происходило с предками армян. То есть к некому неиндоевропейскому населению переселилось индоевропейское население, которое каким-то образом стало более престижным, их язык стал более престижным, и со временем он как раз благодаря этому своему престижу распространился на всех других обитателей этих земель. Смешение этих двух составляющих, индоевропейской и неиндоевропейской, согласно этому мнению, произошло когда-то между XIII и VI веками до Рождества Христова в области Армянского Нагорья. Армянский язык, конечно, был и остался европейским,
хотя в нем действительно существует много слов неиндоевропейского происхождения, а значительное и влияние соседних языков, например, индоевропейских хетского и лувийского с одной стороны и иранских языков с другой. Другая гипотеза о происхождении армян называется этиунской гипотезой, и она связана с курганной теорией происхождения индоевропейских языков. Суть такая. В конце третьего тысячелетия до Рождества Христова часть племен ямной культуры переселилась с Северного Причерноморья на Кавказ. Впоследствии на этих землях появилась степная составляющая. Изменилась культура, изменился язык. Земледельческая культура постепенно уступила место скотоводческой триолеты Ванзорской с курганными погребениями и колесными повозками. А из нее потом выросла Учашин-Мицаморская культура. Именно ее и связывают с племенной конфедерацией Этиуни. Третья из гипотез — это хайасская гипотеза. Она говорит о том, что армянский народ образовался в некой области под именем Хаяса, известной из хетских источников. Этой точки зрения придерживались, например, такие ученые, как Капанцян, Иванов и Петровский. Точное положение области Хаяса неизвестно, но то, что мы знаем из источников, она находилась преимущественно северо-восточно от Хетского царства. Эта область в исторических источниках называлась достаточно по-разному. Например, в надписях страны Эбла 23 по 22 век до Рождества Христова называлась Арманом. Затем в ранних или более древних хетских источниках Арматана, а в более поздних хетских записях Хаяса. Тут нужно обратить внимание, название армяне — это не самоназвание, это экзоним, то есть название дано армянам извне, так кажется, по крайней мере. Сами же армяне называются этнонимом Хай, а страна Хаястан, или ранее называлась Хаек. В началах армянского народа, так же, как, впрочем, и о началах других народов, известно очень мало. Язык армян, несомненно, индоевропейский, поэтому является близкородственным славянским языкам. Но есть и другие индоевропейские языки, которые намного ближе к армянскому. А это прежде всего языки фригийский, затем греческий и фракийский. Это самые близкие языки к армянскому. Что же касается генетического родства, тут дела обстоят немножко по-другому. Кажется, что современные генетические исследования говорят больше в пользу гипотезы о том, что действительно армяне, современные армяне — это смесь пришлых индоевропейцев и местного населения. И, конечно, за примерно 3000 лет в истории армянского народа произошло очень много всего, о чем можно было бы поговорить, и об этом можно было бы вообще записать целый ряд выпусков. Но наш вещальник, как вы знаете, не об этом, а прежде всего о нас, о славянах. Так что эти наши рассказы о других народах стоит понимать именно в таком ключе. То есть мы говорим о ком-то по отношению к славянам. То есть говорим об армянах просто в таком смысле расширенного круга родственников славян. Известную и более достоверную историю армян можно условно разделить на несколько частей, но на самом деле армянских государств было целое множество, поэтому расхождения в годах возможны и заметны, как увидите. Первая такая эпоха — это эпоха или время армянской сатрапии, то есть время, когда Армения входила в состав персидского шахата, когда покорялась персидским шахом или шахан-шахом, их правителем. И это было с 553 по 321 год до Рождества Христова. Затем у нас эпоха Великой Армении или Мецхаик, примерно с 321 года до Рождества Христова по 428 год после Рождества Христова. Это было очень бурное время. Тут власть над Арменией часто переходила из римской в персидскую зону влияния, в персидские руки, в римские руки, ну и наоборот, по-всякому было, как увидите. Затем у нас время армянского марспанства, или также известное как время Сасанидской Армении. Время, когда Армения опять стала более тесно связана с Персией, и это было примерно с 428 по 642 год. Затем у нас время Армянского Эмирата с 642 по 885 год. Потом
Багратитская Армения с 885 по 1045 год, затем Боспурканское царство с 928 по 1021 год, Киликийское царство Армения с 1080 по 1375 год, Аченское княжество с 821 по 1600 год, затем эпоха персидско-турецкого господствования над Арменией, потом уж у нас еще Первая Армянская республика с 1918 по 1920 год, Армянская социалистическая советская республика, то есть Армения в составе Советского Союза с 1920 по 1991 год, и, наконец-то, Армянская республика и Нагорный Карабах с 1991 года до нашего времени. И давайте по порядку. Начнем мы сегодня с армянской сатрапии с 553 года до Рождества Христова. Я тут не буду рассказывать обо всех армянских правителях подряд, а только о том, что мне показалось самым увлекательным. Надеюсь, вам также покажется увлекательным, занятным, занимательным. Так не хочется использовать слово «интересным». Что-то наше, славянское, русское. Ну, первый из таких известных правителей, сатрапов Армении был армянин Тигран I. Он был врагом иранского Медийского царства и их шаха Астьяга, с одной стороны, но с другой стороны был другом иранского шаханшаха Куруша или Кира Великого. Из времен армянской сатрапии занимательна еще надгробная надпись в связи со временем правления Хидрана II Арантида о том, как правителям стоит выбирать жен. Между другим, там написано, например, что жена должна выглядеть совершенно. Она должна быть стройной, белокожей, у нее должна быть красивая шея, нежный нос, ровные зубы. Ну, а все это для того, чтобы как-то сохранить красоту правительского рода. К концу периода армянской сатрапии, то есть Армении, как одной из областей Персии, правителями стала семья поколения Арантидов или Еревандунов. Одними из более значимых правителей из этого рода были отец и сын Аронт II или Аруант II и его сын Митран. С ними произошла интересная история. Они правили Арменией примерно во времена Александра Македонского и участвовали также в боях Персии и Македонии. Аронт был в войсках персидского шаха Дарья-Вахуша или Дария III. Он участвовал в войне против Александра Македонского. Был участником битвы при Гаугамелах в 331 году до Рождества Христова. Там и погиб. В этой же самой битве участвовал и его сын Митран. Он уже раньше, после другой битвы при реке Граник, перешел на сторону победителей, на сторону македонцев. И таким образом получилось, что во время битвы при Гаугамелах отец воевал на стороне персов, а сын на стороне македонцев. В этой битве македонцы победили. Александр Македонский Митрана, конечно, наградил и сделал его новым сатрапом Армении. После смерти Александра Великого, Александра Македонского, наступили тяжелые времена, когда власть в Армении перешла в руки македонцев, в руки наследников Александра Македонского. Обстоятельства изменились только лишь тогда, когда Митран среди этих тяжелых времен возобновил свою власть в Армении. Он провозгласил себя правителем армян, и так было положено начало новому времени истории армян, времени Великой Армении или Мецхайк. Эта эпоха длилась с 321 года до Рождества Христова по 428 год после Рождества Христова. Как я уже говорил, в это время Армения очень часто переходила из римской в персидскую зону влияния и наоборот. Достаточно долго еще продолжилось правление Митранового и Еревандунского поколения. Оно правило вплоть до примерно 190 года до Рождества Христова, когда новое поколение возглавил Арташес I. Он основал город Арташат, и в этом помог ему известный карфагенский полководец Ганнибал Барка, который как раз у Арташата скрывался от римлян после того, как те разгромили его карфагенские войска. Его время известно еще тем, что когда он правил армянами, в Армению вторглись иранские аланы из Северного Причерноморья. Пожалуй, самый великий правитель армян эпохи Великой Армении был Тигран II Мец или Тигран Великий. Он правил с 95 по 55 год до Рождества Христова.
Как началась его история? До того, как стал правителем Армении, он был целых 40 лет пленным у шаха иранских парфов, у Митридата II Великого. Ну, а потом у него все село на свои места, и он стал правителем армян. И он был даже очень успешным, можно сказать, самым успешным правителем армян. В его время Армения стала самым сильным государством восточнее от Римской империи. У него получилось также у ослабевших парфов завоевать большие территории. В 83 году до Рождества Христова его подопечными стали сирийцы, и от их имени Тигран воевал против Селевкидского царства, царства наследника Македонского царства. Больше никогда границы армянского государства не были такими большими, как во время его правления. Армения занимала практически все земли между Каспием и Средиземным морем от среднего течения реки Евфрат до Кавказа. Но к концу правления Тиграна обстоятельства достаточно сильно ухудшились. Тигран стал союзником государства Понтус, которое находилось на берегах Черного моря. И в качестве их союзника он воевал против Римской империи. Но война с римлянами была очень тяжелая. В конце концов, армяне проиграли, и римляне их не оставили безнаказанными. Так что продолжили войну против армян. В этом предприятии, в этой войне против армян, участие принимал известный полководец Гней Помпей, Гнаиус Помпеиус. И именно он в 66 году до Рождества Христова с большой римской армией вторгся в Армению и заставил Тиграна сдаться. А его сына взяли в плен и отправили в столицу империи, в Рим. В 55 году до Рождества Христова Тигран Великий скончался. А после него Армения правила еще несколько правителей, но судьба Армении очень сильно зависела то от римлян, то от иранских парфов. Так что власть над Арменией, как я уже говорил, она переходила с руки в руки. То есть некоторое время римляне ставили своих правителей, потом парфы ставили своих правителей, и Армения тоже стала таким частым яблоком спора между Римской империей и царством парфов. Это принесло с собой большое влияние римской, греческой и персидской культур на развитие армянского народа. Следующее очень важное время в эту эпоху было правление Санатрука, который правил Арменией примерно с 88 по 110 год, уже после Рождества Христова. И это очень важное время именно для нас, христиан, не только для православных, а для всех христиан в целом. Ну, давайте по порядку. Кем был Санатрук? Согласно легендам, пока он был еще ребенком, его тетя, сестра Абгара из Эдессы, взяла его с собой в Армению. И в горах произошла какая-то большая метель, и Санатрука чудесным образом спасло какое-то большое белое животное. Предполагается, что это какая-то собака была. Ну, это такая легенда, связана с его детством. А то, что важно для нас, христиан, это тот факт, что во время его правления Армении или чуть раньше в армянские земли прибыли первые христиане. И не абы какие христиане, конечно, а именно сами апостолы Господа Иисуса Христа, святые Иуда Фадей, затем Варфоломей Нафанаил и Симон Зелот или Симон Кананей. Санатрук прославился тем, что стал гонителем христиан. Именно при его правлении мученической смертью были убиты апостолы, проповедовавшие Евангелие армянам. Святого Варфоломея сначала распяли, но так как тот не переставал проповедовать Евангелие, содрали с него кожу заживо и потом отрубили голову. Санатрук не пожалел погубить даже своей собственной дочери, Санадухт, которая тоже стала христианкой, ну и по этой причине он решил, что она заслужила умереть. Сам Санатрук умер примерно в 110 году. И прежде чем обратим внимание на очередного правителя Армении, давайте посмотрим, во что примерно верили дохристианские армяне, какая была их религия. На то время, когда были зафиксированы данные о религии армян, она уже была под сильным влиянием соседей, прежде всего иранцев, но также в некоторой степени и ассирцев. Зороастризм сильно повлиял на религию армян, что сразу увидите. Например, кумира отца богов и богинь, бога солнца, называли Армаст, в чем те из вас, кто разбирается в теме, сразу увидите зороастрийского Ахура-Мазду. Его женой была богиня плодородия Анахит. Похожая функция, как у славянского кумира Перуна, была у армянского Вагна, бога молнии, убийцу змеев, бога войны и бога солнца. Армяне верили еще в Астхик, богиню любви,
затем в богиню Нане, Армаздову дочь, богиню мудрости, войны и материнства. Потом тут была еще Ара красивая, как богиня весны, Нихр как бог света, неба и солнца, затем Тир как бог культуры, мудрости, знаний, Нар как богиня дождя, Спандармет как богиня подземля. Потом Арай был очередным божеством, связанным с войной. Как видите, таких богов, связанных с войной, было немало. Потом у нас Барсамин, как бог неба и погоды. Очень вероятно, это просто переделанный семитский Баал-Шамин. Армяне верили еще во многих других кумиров. И в их религии, так же, как когда мы говорили о происхождении армянского народа, в их религии тоже смешивались многие инdoeuропейские с неинdoeuропейскими элементами. И это все, что я расскажу про их религию. А теперь давайте продолжим с правителями. Примерно с 287 по 330 год Арменией правил Тердат или Тридат III. В это время Армения была под влиянием и защитой Римской империи. Он сам до того, как стал правителем армян, был отправлен в Рим, где получил образование, знание языков, военного дела и права. Его союзником стал римский император Диоклетиан, с чьей помощью он успешно оборонял Армению от сасанидов, от персов. Можно сказать, что Армения в это время была своего рода тампон-зоной между Римской империей и Персией. В 297 году Тердат женился на Аланке по имени Ашкен. Она родила ему несколько детей, среди которых стоит упомянуть Соломию Уджармскую, которая стала святой. Она также помогала и другой святой Нине или Нуне, которая проповедовала Евангелие Господне кавказским народам. Время правления Тердата III для армянского народа было переломное. Он сам был язычником, но вскоре, как увидите, и он принял христианскую веру. Но чтобы понимать, как это было, нужно рассказать что-то о его предшественниках. Одного из них звали Хосров II Армянский. У него был друг. Его звали Анак. Поддержан со стороны персов, он предал своего друга Хосрова и предательски убил его и всю его семью. Армянской знати, конечно, это не понравилось, они этого не приняли, и поэтому отомстили так, что убили Анака. Убили также всю его семью, кроме его новорожденного сына Григория. Но тогда еще его так не звали. Это потом только получил имя Григорий при крещении, как увидим. Люди, которые заботились о маленьком ребенке, убежали с ним в Каппадокию и передали его на воспитание христианину. Там его крестили Георгию. Когда Георгий вырос, он стал очень сильно сожалеть о том, что сделал его отец Анак. Он вернулся в Армению и служил в армии нового правителя Тридата III. Он ему служил так же, как его доверенное лицо. Или как это по-русски сказать, у меня записки хорватские были, поэтому там написано «тайник», «секретарь», но это слишком современный термин, поэтому можете написать. В эти времена в Армении было уже достаточно много христиан. Но было также и много язычников, в том числе Тердат исповедовал язычество, как я уже говорил. Однажды он приказал Георгию, чтобы он положил венок из цветков к статуе богини Анахит. Но тот отказался, рассказав, что он верит в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Это Тердату не понравилось, но Тердат узнал еще в тот момент, что Георгий является еще сыном Анака. Конечно же, это его очень сильно разозлило, и он передал Георгия мучителям. После того, как над ним поиздевались, бросили его в подземную пещеру Хорвираб. И так на некоторое время о нем забыли. Пока он был так в пещере, в Армению прибыла группа христианских девственниц, которая бежала от гонений на христиан в Римской империи. Предводительница этих девственниц звали Гаяны, а среди них была и та, которая славилась своей необычной красотой. Ее звали Рипсиме. Тердат в нее влюбился, но она не ответила ему взаимностью. От этого Тердат стал еще более бешеным на христиан, стал их ненавидеть. Девственниц также передал мучениям, и в конце концов они были убитыми. После этих событий Тердат сильно заболел и стал сходить с ума. Он начал себя вести как дикий кабан, он не мог найти себе покоя, бегал по лесам, в общем, сходил с ума. И, согласно преданию, его сестра Хосрвидухт во сне узнала, что существует один человек, который может его вылечить, а тот человек именно Григорий, которого он бросил в пещеру. С тех пор, как Тердат поиздевался над ним, прошло уже 13 лет, и было очень маловероятно, что он все еще живой.
Но все-таки его нашли, он был жив, привели его к больному правителю, и он в имени Господа Иисуса Христа вылечил правителя Армении. После этого Тердат и сам принял христианскую веру, стал христианином в этом же 301 году после Рождества Христова. Тогда же сделал христианство государственной религией Армении. И официально это было первое христианское государство в мире. Тердат действительно сильно поменялся. Он очень сильно старался распространить в своем государстве христианство и уничтожить все языческое. Но, разумеется, что язычникам Армении это не нравилось, и должно было пройти еще много времени, прежде чем христианская вера в Армении восторжествовала. Тердат умер в 330 году и был причислен к лику святых вместе со своей женой и с его сестрой Хосровидухт. А Григорий продолжил проповедовать Евангелие в Армении и стал известен как святой Григорий Лусаворич, то есть Григорий Просветитель. Именно им было положено начало армянской апостольской церкви, которая в те времена еще была единодушна со всей соборной апостольской церковью. После смерти Тердата III новым правителем Армении стал его сын Хосров III. После него несколько правителей, которые исповедовали арианскую ересь и внесли новый раскол в армянский народ. Но для тех, кто не знает, суть арианской ереси, если упростить, была в том, что они отрицали божество Иисуса Христа. Следующее важное время для развития армянского народа — это время, когда правили Хосров IV и Варшампух, то есть время с 387 по 417 год. Что произошло тогда? Как только Хосров IV стал править Арменией, две великие и сильные соседки Римской империи и Сасанидская Персия при подписании мирного договора Василисены разделили Армению на так называемую Римскую или Западную Армению и на Восточную или Персо-Армению. Хосров IV правил в восточной, персидской части. В 387 году Хосров IV в функцию доверенного лица именовал Месропа Маштоца святого Армянской апостольской церкви. Его функцию оправдывал его сильной верой и его образованностью. У власти Хосров продержался недолго. Сасанидский шах Варахрама вместо его правителем Армении назначил Врамшапуха, христианина. Новый правитель продолжил дело своего предшественника. Он поддерживал хорошие отношения с Римской империей и всячески поддерживал Месропа Маштоца в его деятельности. Итак, в 405-406 годах Месроп Маштоц изобрел известный армянский алфавит, который вы можете увидеть на экране. Иногда приписывает ему и изобретение грузинского алфавита, хотя это очень часто оспаривается. Еще важнее, он на древнеармянский язык перевел Священное Писание. И это стало началом армянской письменности, началом армянской литературы и культурное рождение новой христианской Армении. Для армян Месроп Маштоц имеет похожее значение, как святые Кирилл и Мефодий и их ученики для славян. Следующая эпоха — это армянское марспанство, также Сасанидская Армения с 428 по 642 год. В 428 году произошло очередное переломное событие в истории Армении. Персидская или Восточная Армения была превращена в персидскую сатрапию, в обычную область персидской сасанидской державы, как это было когда-то очень давно, во время Кира. Персидские шахи власть передавали в руки своим управителям, генералам, которые назывались марспаны. Поэтому и этот период армянской истории принято называть временем армянского марспанства или временем Сасанидской Армении. Армяне изначально согласились на такое положение дел, так как им было обещано, что смогут свободно исповедовать христианскую веру. Но это достаточно быстро изменилось. Персидские власти в скором времени начали давить на христиан и начали с гонениями по полной. Поэтому армяне начали вставать против своих персидских правителей, и в этом решающую роль сыграла семья Мамикониан. Первое восстание возглавил Вардан Мамикониан. Чтобы вы не думали, что все там было такое черно-белое, что армяне были на одной стороне, а персы на другой. Нет, вовсе не так. Многие армяне также воевали в рядах персидской армии и против Вардана Мамикония и его армянских повстанцев. Решающая битва между ними произошла весной 451 года. В историографии это сражение называется Аварайрская битва или Варданское восстание. Она интересна по многим причинам. Перед битвой армяне Вардана Мамикониана, собранные из народа, причастились.
некоторые немножко испугались и перешли на сторону персов. Вардан Мамиконьян был убит. Персы победили, но все-таки победили они с очень большими потерями. А армяне, с другой стороны, также получили то, за что боролись. Им было разрешено исповедовать христианскую веру без преследований, по крайней мере, до 484 года. В связи с восстанием произошло еще одно очень важное событие для истории церкви. Как раз из-за войны с персами армяне не смогли отправить представителей своей церкви на Четвертый Вселенский собор в Халкидоны, который произошел как раз в 451 году. Уже позже армянская церковь отвергла некоторые решения, которые были приняты на соборе. А самое главное из того, что отвергли, было определение природы Господа Иисуса Христа. А тут можно очень легко запутаться, поэтому нужно внимательно послушать. Надеюсь, что я вас еще дополнительно не запутаю. Значит так, согласно Вселенскому церковному собору, природа Иисуса Христа одновременно совершенно человеческая и совершенно божественная. Эти две природы не смешиваются, но они гармонично соединены в одно, во Христе. Армянская апостольская церковь, она приняла другое определение. Согласно их определению, в Иисусе Христе его божественная и человеческая природа соединились в одну новую. Это называется миофизитизм. То есть это не крайний вариант, как вариант монофизитизма, который утверждал, что во Христе только божественная природа и все. И можно сказать это еще по-другому. Согласно халкидонской христологии, в Иисусе Христе две природы в одном человеке, а согласно армянской христологии, из двух природ в Иисусе Христе получилась одна новая. Так произошел церковный раскол, который существует до сих пор. Давайте продолжим теперь с политическими событиями. Давление на армян со стороны персов со временем все-таки продолжилось. Восстания возобновились. На этот раз новое восстание возглавил племянник Вардана Мамиконяна Вахан Мамиконьян. Его успехи до 484 года были переменные, но все изменилось, когда в Персии умер Шах Первос в войне против эфталитов, то есть белых гуннов, новых врагов персидского шахата, и в Персии началась борьба за престол. За это место боролись Зарех и Валагаш. Ну и в эту борьбу на стороне Валагаша включился и Вахан. Валагаш действительно победил и стал новым шахом. В благодарность за то, что Вахан его поддержал, армянам дал свободу исповедовать христианство, а также дал большой степень автономии. Для армян это было очередное хорошее время. Обновлялись храмы, христианство утверждалось среди армян. После смерти Вахана власть перешла в руки его брата Вардана Мамиконяна, в чьи времена персы обновили свои давления. Некоторое время армянами вновь правили марспаны персидского происхождения. Но представители рода Мамиконьян продолжили играть важную роль в истории Армении. В начале VII века начал возвышаться новый род — Багратуни. Первый представитель этого рода, который стал марспаном Армении, был Сембат IV Багратуни. На нем стоит немножко остановиться. Почему он для нас, как для славян, важен? Он был воином, христианином. Его упоминает восточно-римский или византийский Василевс, император Маврикий, который известен еще тем, что воевал против славян. Он обратился за помощь армянской знати, попросил у них, чтобы они ему отправили знаменитых армянских всадников. В эти времена они были одни из лучших всадников этой части мира. Они были нужны римскому Василевсу для того, чтобы воевать против авар и, следовательно, славян в том числе. Сембат Багратуни и Сахак Мамиконян отозвались, и они действительно ему отправили около 2000 всадников. Ну и кто знает, возможно, именно тогда были осуществлены первые контакты между славянами и армянами. Но Сембат и сам вскоре пришел в спор с Маврикием. Он поднял восстание против Восточно-Римской империи, был побежден, осужден на смерть, хотя в последний момент Маврикий решил, что все-таки лучше его изгнать в Африку, что было и сделано. Сембат позже вернулся в Персию, или лучше в персидскую часть Армении, и так стал армянским марспаном. Это все, что касается его. В середине VII века пришло до первых сражений между мусульманами и армянами. На армянской стороне успешно против мусульман воевал Феодрос Рштуни. Еще одна известная фамилия, один известный армянский род. Началось время ишканов или князей армян. Оно длилось с 646 по 806 год.
У арабов достаточно рано получилось подчинить себе Армению. Это было в 653 году. Некоторые из армянских ишканов, которые признавали власть арабов, в качестве арабских союзников воевали даже против Римской империи. А как только у арабов начались междоусобицы, римляне с помощью Хамзапа Мамикониана обновили свою власть в Армении. Но это было недолго и касалось не всех армянских земель. Арабская часть Армении была превращена в армянский эмират Хаястани Эмирутюн или Эмирах Аль-Армения. Между 705 и 732 годами арабская часть Армении подчинялась полностью Амиидскому халифату, а позже потом Аббасидскому халифату. Арабское влияние было сильно ощутимо и после этого, вплоть до половины IX века, то есть до того времени, когда среди славян священное Евангелие проповедовали святой Кирилл и Мефодий и их ученики. Новое время, новое переломное время для армян наступило, когда императором Римской империи стал Василий I. Он задал аббасидам очень тяжелое поражение, и это повлияло, конечно, на то, что армяне осмелели. И во главе с ишканом Ашотом Багратунием подняли восстание. Началось освобождение армян от арабской власти. В борьбе за влияние в Армении арабский халиф по просьбе армянской знати отправил ему корону. То же самое сделал и римский император Василий I. Ашот сделал свой выбор, он принял корону из рук римского императора и стал единым правителем Армении. Началась новая эпоха для армян, эпоха Багратидской Армении, длящаяся с 885 по 1045 год. И так началось несколько столетий новой независимой Армении. Первым правителем этой Армении был упомянутый Ашот, теперь как Ашот I, еще известен как Ашот Великий. Он знаменит тем, что у него получилось расширить границы Армении. А после него его дело продолжили его потомки и его наследники. Самый большой расцвет Армения достигла во время правителя Гагика I, который правил с 989 по 1020 год. Последнего правителя этой эпохи также звали Гагик II. Римский Василевс Михаил V утверждал, что якобы предшественник Гагика II в своем завещании передал власть над Арменией Римской империи. Поэтому он для того, чтобы свергнуть Гагика II с власти, воспользовался мятежником Вестом Саркисом. Однако Гагик II успешно подавил эту мятеж. Простил Веста Саркиса. Но для армян появилась новая проблема, новый враг — турки-сельджуки. Против них Гагик вел очень тяжелые бои. И тут такое, что Римская империя обещала ему помощь и обещала помочь армянам, конечно же, при своих условиях. Так что в связи с этим Гагик был приглашен в Константинополис, то есть Царьград, но римский император его обманул, заставил его отречься от власти и бросил в темницу. А давление римлян на Армению усилилось, и Армения очень сильно ослабла. Так что в таком состоянии она была совершенно не способна обороняться от турок. И, наконец, в 1064 году турки-селджуки сломали Армению. Армения перестала существовать. Дольше продержались только некоторые мелкие армянские княжества, например, Карс или Лори. Ну а многие армяне, прежде всего знать, стали покидать центральные армянские земли. История армянской государственности продолжилась еще некоторое время в армянском Киликийском царстве. Это последний период, о котором будем говорить больше. Киликийское царство существовало примерно с 1080 по 1375 год. Киликия располагалась в юго-восточной части Малой Азии, на берегах Средиземного моря. Но армяне тогда в этих землях появились не первый раз. Они их начали населять еще с IV века после Рождества Христова. И эти армяне, которые жили на этой территории, очень часто служили в войсках Восточной Римской империи. Первым правителем этого нового киликийского государства был Рупен I. И Рупен I, он был одним из последних живущих родственников Гагика II. Так что, в принципе, власть передалась прямо к наследникам Гагика II. Рупен I успешно воевал против Римской империи, и во времена его правления в Киликию прибыла новая большая волна армян из Армении. Его наследники часто воевали против Римской империи, с одной стороны, также с другой стороны против турок и против мамилуков. Тут очень занимательная история
правителя Млеха I, который правил с 1170 по 1175 год. Он сначала перешел на римокатоличество, но можете спросить, откуда вдруг на римокатоличество. Это были как раз времена, когда киликии проходили большие войска крестоносцев и когда католичество усилило свое присутствие в этой части мира. Млех принял католичество, стал темплером, но позже он принял ислам, воевал против тех же темплеров, против римлян и против мелких государств-крестоносцев. Это все, что касается его. Но вообще можно сказать, что многие из правителей Киликии не раз сотрудничали с крестоносцами. Они участвовали в борьбах как против них, так и на их стороне, против римлян, против турок, против мамлуков, не знаю, как правильно по-русски. Вот. И новый период во время Киликийского армянского царства наступил во время правления Левона II, который правил с примерно 1187 по 1198-99 год, во время, когда шел третий поход крестоносцев. И именно тогда он предпринял очень важные шаги по соединению армянской апостольской церкви и католической церкви. И это предприятие у него частично получилось. Так что была создана армянская католическая церковь, которая находится в полном евхаристическом общении с Римо-католической церковью. Левон, когда правил Киликией, стал первым ее царем. Мало сказать, что он продолжил тесно сотрудничать со Западом. Во время его правления в Киликийской Армении очень сильно возросло западное влияние. Многие названия были заменены названиями на латыни. И помимо этого, и, конечно же, помимо армянского языка, в его царстве использовались также древнефранцузский, греческий, сирийский, средневысоконемецкий язык. И, в общем, куча языков. И в будущем особенно сильные стали связи между Киликией и Францией. В XIII веке для армян появилась новая опасность — монголы. Чтобы как-то защититься от них, новый царь Хайтон I сам отправил своих послов заранее в сердце монгольской державы, чтобы договориться о каком-нибудь союзничестве. И это и получилось. Так что впоследствии армянские воины участвовали в рядах монгольской армии на Ближнем Востоке, например, при монгольском захвате Багдада. После Хайтона новым правителем армян стал Левон II. В его времена в Киликийской Армении оказался один очень известный итальянский путешественник Марко Поло, который был тогда на своем пути на восток, как раз к тем же монголам, китайцам и прочим. Отношения с монголами были более-менее хорошими все до тех пор, пока монголы не приняли ислам. Тогда и начались более серьезные разногласия между монголами и армянами, точнее, между правителями монгол и между правителями армян. Правители Киликийской Армении все больше и больше связывались с западными правителями, особенно с французами, как я уже говорил. Торговали с ними, заключали с ними браки. И впоследствии правителями Киликийской Армении стали даже правители французского происхождения. Но и тут потихоньку приближаемся к концу. Последний из таких фактических правителей армянской Киликии был Левон V из рода Лузиньон. Он воевал против врагов Киликии, против мусульманских мамилуков. И тут интересно, раньше, пока монголы еще не были мусульманами, монголы вместе с армянами воевали против этих же мусульманских мамилуков. Но вернемся к Левону. Левон V умер в 1393 году и был похоронен в Париже во Франции. После него еще почти целое столетие его наследники титулировали себя царями армянской Киликии. Но это были цари лишь по названию. Фактически они не правили ничем. В конце этот титул был перенесен на тех представителей рода Лузиньон, которые поселились в Константинополе, а потом, согласно некоторым, часть потомков этого рода переселилась в Россию. Для армян в Армении и для армян в Киликии началось время многовековой подчиненности османским, турецким и персидским властям. А потом в XIX веке внезапно усилились связи армян со славянами. Почему и как? Впоследствии русско-персидских войн 1804, 1813 и 1826 по 1828 годов, и затем русско-турецкой войны 1828 и 1829 годов, Восточная Армения вошла в состав Российской империи, в которой она осталась вплоть до ее развала в 1917 году.
После этого там была образована сначала Первая Армянская Республика, которая продержалась только 2 года, и потом Советская Социалистическая Республика Армения, которая просуществовала до 1991 года. После этого, конечно, Армянская Республика и многими непризнанный Нагорный Карабах. Обязательно тут нужно упомянуть и судьбу армян Османской империи. К сожалению, их судьба была чрезвычайно тяжелой. Османские власти в 1915-1917 годах над ними поиздевались и провели ужасный геноцид, в котором было убито вплоть до 1,5 миллиона армян. И этот геноцид многие с турецкой стороны не признают до сих пор. После этих страшных событий многие армяне начали расселяться из османской державы, прежде всего на запад, в США, Францию и в другие страны. Маленькое количество армянских беженцев прибыло и в Словению, и в Хорватию, а также в Чехию. Но тут нужно сказать, что маленькие армянские общины среди славян появились еще в раннем Средневековье. Конечно, не у всех одновременно, по-разному у разных славян. Первая из славянских стран, в которой населились армяне, маленькие группы армян, была Болгария с VI века и дальше. С X века все больше и больше армян стало появляться на землях Польши и Киевской Руси. И в XIII веке армянские архитекторы, например, помогли строить сербские православные храмы и монастыри. Но все-таки нужно подчеркнуть, что армянские общины в славянских странах всегда были маленькими. Слишком маленькими, чтобы как-то более значительно повлиять на культуру и быт славян в целом. Если вам было занимательно, посмотрите еще этот выпуск о другом индоевропейском народе, родственном славянам.